Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить нугу. Это такое кондитерское лакомство с огромным количеством орехов, сухофруктов. Готовится нуга обычно на основе меда или патоки, но мы будем готовить ее с добавлением инвертного сиропа, рецепт которого уже есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. А вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список я оставлю в описании под этим видео. Итак, для приготовления нам понадобится кастрюля с толстым дном. Туда мы отправляем инвертный сироп, сахар и ваниль. Я буду добавлять натуральную ваниль. Для этого я беру палочку и достаю семена, которые находятся внутри. Это самое ценное, что есть в натуральной ванили. Если же у вас нет такой ванили, то вы можете взять ванильный сахар, буквально чайная ложка, этого будет достаточно. Я достаю семена и отправляю их туда же в кастрюльку. Отправляем кастрюльку на огонь. При средней температуре у меня 9 делений, я буду готовить на троечке, а вы уже регулируете под свою электроплиту или газовую плиту. Также нам понадобится вот такая форма, у меня квадратная. Размер формы 16 на 16 сантиметров. Форму нужно проложить фольгой, для того, чтобы наша белковая масса хорошо держалась в этой форме. Она у меня разъемная. Но, в принципе, можно обойтись и без фольги, просто ставите форму на силиконовый коврик. Также внутри бока формы нужно проложить ацетатной пленки, у меня ее, к сожалению, нет, либо просто пищевой пленкой. Для того, чтобы пленка хорошо прилегала к стенкам формы, я слегка смачиваю форму водой и фиксирую пищевую пленку. Также я буду использовать вафельную бумагу, я уже вырезала ее по дну формы. Но если у вас нет такой бумаги, в принципе, можете ее тоже не использовать. Бумага нам нужна исключительно для того, чтобы готовая нуга не прилипала к рукам. А как избавиться от липкости, расскажу чуть позже. Для измерения температуры нам понадобится пирометр. Это такой инфракрасный кондитерский термометр обычно для измерения шоколада. Желательно, чтобы у вас был погружной термометр. У меня его нет, поэтому я использую тот, который у меня есть. Если у вас есть такой, хорошо. Если есть, который нужно погружать в сироп, тоже отлично. Итак, мы варим наш сироп на среднем огне, периодически помешивая. И нам нужно растворить полностью сахар и довести смесь до 116 градусов. На это у вас уйдет примерно 30 минут. И на 20 минуте, когда будет уже 90 градусов, нужно взбить белок с солью до крепкой пены. Готовый сироп, не снимая его с огня, по 1 столовой ложке мы добавляем белки, хорошо вымешивая венчиком каждую порцию белка. После того, как мы добавили весь белок, хорошо вымешиваем полностью массу и варим еще 25 минут на среднем огне. Массу увариваем до температуры 103-105 градусов. На это у вас может уйти около 30 минут. Чтобы проверить готовность массы, вы можете капнуть буквально одну капельку в стакан с холодной водой и проверить, если капелька клейкая и твердая, значит сироп полностью готов. Пока мы доводим сироп до нужной температуры, обязательно подогрейте сухофрукты. У меня смесь орехов и сушеной клюквы. Вы можете брать абсолютно любые орехи, но фундук и клюква идеально подходят для нуги. Клюква кисленькая, фундук большой, крупный орех, поэтому будет то, что нужно. Когда мы достигли нужной температуры 103 градуса, добавляем цедру апельсина, снимаем массу с огня и очень интенсивно ее мешаем. Добавляем теплые сухофрукты для того, чтобы масса не слишком быстро застыла. Если они будут холодные или комнатной температуры, масса начнет быстро застывать, и вы не сможете выложить ее в уже заранее подготовленную форму. Поэтому здесь работаем очень быстро, перекладываем нашу нугу в подготовленную форму, разравниваем по форме. Здесь уже довольно трудно разровнять, потому что она плотная, довольно густая, но старайтесь, все должно получиться. Для удобства можете взять ложку, либо кондитерский шпатель и все хорошенько разровнять. Для финального слоя нам также понадобится вафельная бумага. Форма у нас 16 на 16 сантиметров. Такой бумаги я не нашла, поэтому вырезаю сама необходимый мне размер.
Такую бумагу можно найти в любом кондитерском магазине, либо в интернете заказать, но это совсем не обязательно. И специально для этого рецепта не нужно покупать эту бумагу. Итак, я раскладываю сверху по размеру всю вафельную бумагу и оставляю нугу при комнатной температуре минимум на 5 часов, а лучше на ночь. После этого нуга станет довольно плотненькая, твердая, ее даже будет сложно нарезать, но это как раз такая нуга идеальная, твердая, не такая, которую нельзя разгрызть, но в меру мягкая. У нас прошло 10 часов, и теперь можно убрать всю пищевую пленку, фольгу и нарезать нугу. Как нарезать нугу, тут уже выбираете вы сами. Можно нарезать просто полосочками и обернуть готовую нугу пергаментом, обернуть ленточкой, и будет очень красивая большая нуга. Но она довольно сладкая, много ее не съешь, поэтому я предпочитаю нарезать ее сначала на вот такие полосочки. Посмотрите, какая красота получается. В таком виде ее уже можно завернуть в бумагу, но я буду эти полосочки нарезать еще на кубики. Такая нуга внешне чем-то напоминает рахат лукум. Квадратики, орехи, клюква – это безумно вкусно. Но опять же, можете нарезать вообще как вам нравится, как вам удобно. После того, как нугу нарезали, можно ее покрыть сахарной пудрой, смешанной с кукурузным крахмалом, 1 к 1. Если же вы готовили нугу без вафельной бумаги, то сначала обсыпайте, а потом нарезайте. Это исключительно для вашего удобства, чтобы легче было нарезать нугу. Лишний крахмал мы убираем либо руками, но все-таки лучше взять кондитерскую кисть, и тогда нуга получится более аккуратная и симпатичная. Храним нугу при комнатной температуре в герметичном контейнере, либо в какой-нибудь баночке красивой, плотной, с плотной крышечкой. И храним 2-3 недели, ничего с ней не случится. Возможно, она будет подсыхать уже на 4-3 неделе, но все вкусовые качества она сохраняет идеально. Такую нугу можно добавить в рождественскую коробочку, в подарочную коробочку, порадовать своих родных. Смотрится она очень красиво, посмотрите только на эти орехи, сухофрукты, просто потрясающе. Я уверена, вам понравится, если вы любите десерты с такой начинкой, тягучей, с большим количеством орехов. В общем, пробуйте. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!